сняли с трупа его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраама, умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И взапив сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». I want to visit with you a little bit this morning about what it looks like when God comes to our aid. Я бы хотел с вами порассуждать сегодня утром о том, как это выглядит, когда Бог приходит к нам на помощь. How do you spot a blessing when you see one? Как вы определяете такое понятие, как благословение? Что это такое? Now, we usually think that blessing is kind of a no-brainer. You know, it's obvious. You see it, you know it when you see it. Обычно мы думаем, что благословение. Понятно, что такое благословение. Вот, если случается в жизни, мы его ни с чем не спутаем. Blessing is the sort of thing that happens when your boss gives you a raise at work. Благословение — это когда приходит начальник и говорит: «Я повышаю тебя по службе». That's what happens when stocks are high and cholesterol is low. Это благословение, это когда цены на твои акции идут вверх, а уровень холестерина у тебя идет вниз. That's what happens when your children's teeth come out straight and you're blessed with 2 well-defined eyebrows. Это когда вот у твоих детей зубы все ровно вылезают, и еще у тебя ровные брови на лице. We know what blessings are. You just look at what feels good, right? Мы знаем, что такое благословение. Это то, от чего нам хорошо. Now, I'm not going to say that these are not also gifts from God. Не то, чтобы я отрицаю, что все это Божьи дары. But in this passage that we have before us today, Но в отрывке, который мы с вами прочитали, Jesus presses us to consider that it may be that God's greatest blessings Иисус хочет указать нам на то, что, возможно, величайшее Божье благословение cannot be received without some pain. мы не можем получить без перенесения боли. Throughout Luke 16, во всей главе 16 Евангелия Луки Jesus is helping people reevaluate what really matters in light of eternity. Иисус пытается помочь людям переоценить их ценности, что важно для них во свете вечности. In particular, he wants to help us evaluate what things, what stuff like money is worth. Особенно он хочет изменить наше отношение к вещам, к финансам. And to do so in light of the fact that it's persons who will be in the eternal dwellings. И то, как он это делает, это через то, что подчеркивает, в вечных обителях будут не вещи, а люди. And this kind of thought that Jesus is trying to get across is hard for us as moderns to make sense of. И вот эта вот идея, которую пытается Иисус донести до нас, нам, людям, живущим сегодня, она чужда. Because I think most modern people are burdened with a thought that is never articulated. Потому что я думаю, большинство наших современников обременены мыслью, которую они, правда, никогда не высказывают в открытую. But if we were to say it out loud, it would sound something like this. Но если все-таки ее озвучить, вот какой она была бы. Someday I'm going to cease to exist. Однажды я перестану существовать. And there's nothing I can do about that. И с этим ничего не поделаешь. But to understand where Jesus is coming from, you have to try on a different thought. Но для того, чтобы понять логику Иисуса, нужно смотреть с абсолютно иной точки зрения.
Because what Jesus understands is more like this. Потому что Иисус понимал все скорее вот как. I'm going to live forever. Я буду жить вечно. And there's nothing I can do about С that. этим ничего не поделаешь. I'll never cease to exist. Я никогда не перестану существовать. Because persons are eternal. Потому что люди вечны. The only thing that I can determine is what kind of person I'll be as I go on existing forever. Единственное, на что я влияю, это каким человеком я буду в продолжении своего существования. Will I be a sort of person that I could live with? Буду ли я таким человеком, с которым я хотел бы или мог бы жить? Could I stand being with myself forever? Смог ли бы я вынести самого себя целую вечность? Because it's persons that will last. Потому что личности будут вечно жить. And those things that we tend to value, things like money, Вещи, которые мы привыкли ценить, деньги, например, should be traded for the sake of persons. Нужно менять или использовать ради живых людей. Because it's persons that will welcome us into the eternal dwelling. Потому что люди, живые люди, примут нас в вечные обители. In verse 14, we're told very explicitly that the Pharisees have inverted values. В 14 стихе мы ясно видим, что у фарисеев были искаженные ценности. They're lovers of money. Они любили деньги. The Pharisees think that money and property is something to be cherished and held on to. Фарисеи считали, что имущество и деньги – это то, за что нужно держаться и что нужно ценить. But persons they don't care so much about. О людях они не были столь высокого мнения. Persons are there to be categorized and to be condemned. Люди существуют для того, чтобы помещать их в различные категории и осуждать их. They're there to be manipulated and used in order to secure your money. Они нужны для того, чтобы их использовать, ими манипулировать так, чтобы у тебя деньги были в неприкосновенности. And so when Jesus gives this sort of teaching, it says that they roll their eyes, they turn up their nose at what he says. Поэтому, когда Иисус преподает подобное учение, они закатывают глаза и просто всем видом показывают, что это какая-то глупость. What does this guy know, right? О чем он говорит? Он вообще не разбирается. And of course, the Pharisees had scriptures that they could quote of what blessing looks like. Конечно же, фарисеи могли привести текст Писания, чтобы показать, как благословение выглядит. They had read Deuteronomy 28, for instance. Например, они могли прочитать из Второзакония 28 главы. And they knew that blessing was the sort of thing that happened when the reaper overtook the sower. И они понимали, что благословение – это когда тот, кто жнет, обогнал того, кто сеет. That blessing came as financial prosperity. Что благословение – это финансовое благополучие. And the curse, well, that was financial distress. Проклятие – когда денег не хватает. Of course, there were some other passages in Scripture that maybe they didn't pay as much attention to. Ну, конечно, есть еще много отрывков в Писании, которые просто они, наверное, не захотели рассматривать, цитировать. Maybe the opening chapters of Isaiah, where there's woe upon the rich. Может быть, первая глава Исаии, где говорится о том, что горе богатым. A curse upon those that buy up the land, so the poor have no place to live. Где проклинаются те, которые скупают земли, так что бедным уже нету места жить. You know, you can quote a verse for anything, right? Ну, мы же с вами понимаем, захочешь найти стих в Библии, найдешь, процитируешь, когда надо. And so Jesus, in responding to them, doesn't quote a verse. Поэтому Иисус, когда отвечает им, он не приводит очередной стих. He tells a story. Он рассказывает историю. And this is a very carefully crafted story about two persons. И эта история очень тщательно составленная, она повествует о двух людях. And these two persons are mismatched. Their insides and their outsides look very different from each other. И это люди, которые отличаются друг от друга всем, чем только можно представить, и внешне, и внутренне. On the one hand, you have this rich man. С одной стороны, перед нами богач.
And on the outside, you have all of the stereotypical marks of blessing. И снаружи мы видим все общепринятые признаки благословения. He's lavishly wealthy. Он живет в роскоши. But as you get to see him, you find out that on the inside, he turns out to be a twisted little kind of thing. Но он, если присмотреться к нему, то оказывается, что он такой вот какой-то гадкий человечек. He's so much smaller on the inside than the outside. Его внутренний человек настолько карликовый и ничтожный по сравнению с его внешним человеком. And on the other hand, there's this figure, a poor man. И с другой стороны есть нищий. That has all the stereotypical markings of being cursed. И по нему видны все типичные признаки проклятия. But as you get to know him, you begin to see that there's grandeur inside of him. Но когда мы узнаем его поближе, мы видим, что у него есть внутреннее величие. His inside is bigger than his outside. Его внутренний человек несравненно величественнее внешнего. Let's look at these two figures. Давайте поподробнее рассмотрим этих двух персонажей. When we see this rich man, we find out first of all that inside of him is nothing but social ostentation. Social ostentation. Socially, he's just trying to show that he's important. Во-первых, то, что мы видим в богаче, это попытки поставить себя в обществе, зарекомендовать себя в обществе. We find out by the way that he dresses. Это мы видим по тому, как он одевается. We're told that he wears purple every day. Тут сказано, что он каждый день одевается в пурпур. Purple clothing is incredibly expensive in their world. В то время такая одежда была невообразимо дорогой. And even royalty don't wear purple every day. И пурпур даже короли не каждый день одевали. They just have the purple robes for special occasions. У них просто в шкафу эта одежда висела, чтобы одеть по особому случаю. But this man has to wear them all the time. А этот человек такую одежду носит каждый день. He can't be seen without them. Его не видели в другой одежде никогда. Because inside it seems there's this anxiety about, will people know how important I am? Потому что, видимо, внутри есть беспокойство о том, что подумают люди. Может быть, они не поймут, что я на самом деле великий. And there's even a little bit of humor here because it talks about wearing fine linen. И здесь даже юмор определенный есть, потому что сказано, что он одевался в вессон, то есть тонкая ткань. Okay, and that linen are the underwear, okay? И вот этот лен, о котором здесь говорится, использовался для нижнего белья. Even has to wear expensive underwear. То есть он даже носил дорогое нижнее белье. You know, just in case somebody peeks or he slips and they На всякий see. случай, если он как-то наклонится и кто-то что-то увидит, что он там носит, то там дорогое тоже. He can't be caught wearing anything less than linen underneath, right? Его никто не застанет в дешевке. And so you find out that money for this man is not about taking care of needs. И вот мы видим, что для этого человека деньги нужны не для того, чтобы удовлетворить свои нужды. It's about trying to make an impression and prove that somehow he's important. Они нужны для того, чтобы произвести на всех впечатление и показать, какой он важный. But not only that, you also find out that this is a person who is deaf to the law, to the Torah. Но это не единственное в нем. Мы видим, что этот человек глух к закону Моисея в Торе. You know that because for two reasons. По двум причинам это можно сказать. One, he ignores the poor man at his gate, which the law says not to do. Во-первых, он игнорирует нищего, который сидит у его ворот, что закон осуждает. But we're also told that he has a party every day. Но также мы видим, что он пиршествует каждый день. And what that means, people in Jesus' world would have picked up on quickly. И люди, слушатели Иисуса в его время сразу бы поняли, что это означает. It means there is no Sabbath for his servants. Это означает, что для его слуг нету субботы. He denies a day of rest to those in his employ. Он не дает возможности своим слугам насладиться днем покоя. And so on the outside you have all of these stereotypical marks of blessing. Поэтому снаружи человек благословенный во всех отношениях.
But on the inside, you find a person full of anxiety to show that he's important. А внутри это человек, который только и думает о том, как бы показать, насколько он важен. And a person who pays no attention to God's word and И disobeys. человек, который не обращает внимания на Божье Слово и нарушает это Божье Слово. And then in verse 20, the camera turns and we see this poor man. Потом в 20 стихе камера перемещается на другого человека, на нищего, который сидит у ворот. And we find out that he's racked with illness. He can't walk on his own. И мы видим, что он очень больной, очень слабый, так что он даже сам ходить не может. We know that because he is laid at the gate. Others have to carry him there. We don't have that in Russian. And it's not in the passive tense or passive voice. He was just lying. Okay. In the original, it says that he was laid. It was passive, so others had to carry В him. синодальном переводе как минимум не видно пассива здесь, что его клали у ворот. Он говорит, Данил говорит, что в оригинале там вот этот пассив есть, он не просто лежал, а его приносили туда или его клали. Okay. So he's crippled, we know, and he also is covered with sores. He's in pain all the time. Поэтому мы видим, что он инвалид, и он покрыт разными язвами. And he's starving, he's hungry. Он голоден. And so people bring him to the one place where he ought to be able to be taken care of, the gate of the rich man. И люди его приносят в то место, где, по идее, должны ему что-то дать и накормить, к воротам богача. And perhaps the worst part is that as he hungers, he can smell the barbecue a few meters away. И, наверное, самое ужасное, что когда он лежит там голодный, он чувствует запах шашлыка, который приходит с пира во дворе богача. He can hear the party going on the other side of the gate. Он слышит, как люди пиршествуют, But no help comes to him. но помощи ему оттуда не оказывается. There is no bodily aid. Нету никакой ощутимой помощи, которая бы полезна была для его тела. And when you get to the bottom of 21, verse 21, it's like there's this question that's pressing itself upon us. И когда мы доходим до конца 22 стиха, перед нами настойчиво встает вопрос. Where's God in all of this? А где тут Бог? Where's the God that we read about in Psalm 24 this morning? Где Бог, о котором говорит 24-й Псалом, который мы читали сегодня? The one that comes to the aid of his righteous ones. Тот, который приходит на помощь праведникам. The God that snatches our feet from the net. Бог, который извлекает наши ноги из сетей. Where's God's help? Где Божья помощь? And as it turns out, И оказывается, Jesus doesn't leave us to just guess about this. Иисус не оставляет нас без ответа, чтобы мы гадали. We've seen a kind of mismatch between the insides and the outsides of these two characters. Мы уже увидели, какое несоответствие есть между этими двумя персонажами, и снаружи и внутри. We've seen that the rich man looks blessed on the outside, but on the inside, that doesn't seem like blessing. Мы же увидели, что богач выглядит благословенным снаружи, но внутри он таковым не является. And so we've begun to wonder if maybe also there could be a kind of blessing on the inside that's invisible to the outside of this poor person that looks И cursed. тут мы начинаем думать, а может быть, как раз таки у нищего все наоборот, несмотря на всю его убогость внешнюю, внутри он благословен. But Jesus doesn't leave us to just guess from that, because in this parable he uses a proper name. Иисус не оставляет нас без ответа, потому что в этой притче он использует имя. And this is the only parable of Jesus in which a figure is named. Это единственная притча Иисуса, где персонаж имеет имя. Jesus tells stories about lost sons and lost coins. Иисус рассказывает истории там, о потерянном сыне, о потерянной монете, About farmers sowing seed.
о крестьянах, которые сеют семя, about a man finding treasure in a field. о том, как человек находит богатство на поле. But he never gives a name except in this parable. Но имя никогда, имя собственное, не фигурирует, только в этой притче. He tells us that the name of this poor man is Lazarus. Он говорит, что имя этого нищего Лазарь. And the name Lazarus is the Greek translation of the Hebrew name Eleazar. Имя Лазарь это перевод на греческий с еврейского имени Елиазар. You know what Eleazar means? Знаете, что такое Елиазар? It means he whom God helps. Это переводится тот, кому помогает Бог. The one that God helps. Тот, кому помогает Бог. And so he presses us to ask, or to look for the way in which God is actually helping this poor man in the midst of all this. Поэтому этим именем он заставляет нас задуматься, так в чем же Божья помощь этому человеку выражается? That there has to be some blessing that's not stereotypical, that goes deeper. Должно быть какое-то благословение, которое может быть непривычное для нас, оно глубже. And then in verse 22, both men die. И вот в 22 стихе оба умирают. And death turns out to be the great revealer of persons. И смерть оказывается тем, что открывает, кем люди являются по сути. On the other side of death, what's on the inside is what you see. По ту сторону смерти становится видно, кто ты внутри. And it's only what's on the inside that matters at this point. И только твое внутреннее уже имеет значение. And so the rich man dies. Итак, умирает богач. And he has a funeral. He's buried. Его хоронят. And no doubt there's professional mourners and it's a big event. И, несомненно, нанимаются профессиональные плакальщицы, это большое событие. But then he wakes up in torment. Потом он просыпается в муках. And Lazarus dies as well. Точно так же умирает и Лазарь. And Lazarus is not buried. Лазаря не хоронят. There's no funeral. Нету похорон. There's no money for it. Денег нету на похороны. But angels come and carry him to Abraham's bosom. Но приходят ангелы и относят его на лоно Авраама. And to say that he's in Abraham's bosom is to picture a banquet going on. И вот это выражение лона Авраама говорит, представляет нам такую картину, что происходит пир. So the angels take him to Abraham, and Abraham throws a party for him. То есть ангелы относят его к Аврааму, и Авраам закатывает пир горой ради него. And if he's on Abraham's bosom, he's in the place of the guest of honor. Если он на лоне Авраама или на груди Авраама, это значит, он почетный гость, сидящий рядом. He's held in great esteem. Это значит, его там высоко ценят. Here among Abraham and the rest, he's held in honor. Среди для Авраама и для всех остальных он очень почетный человек. And now we begin to see the character of these two people coming to the surface. И теперь вот мы видим, кто эти люди по своей сути. Все становится явно. First of all, let's look at this rich man in torment. Посмотрим, во-первых, на богача в муках. Because we find out more about him here. Потому что тут мы больше о нем уже узнаем. The first thing that we find out is, as he looks across, that he knows Lazarus's name. Первое, что мы узнаем, это что он знает Лазаря по имени. Okay? He was not simply ignorant of Lazarus's plight. He knew all along and didn't do anything. Не то, чтобы он был не в курсе, что с этим Лазарем происходило. Все он знал, он ничего не делал. And not only that, but now he still refuses to speak to Lazarus directly. И он не только тогда все знал, но даже сейчас он еще не хочет обратиться к Лазарю напрямую. The only thing inside of this rich man is a kind of insolence and social pride. Все, что у него в сердце есть, это гордость, это чванливость. And a sense of entitlement, of deserving things from other people. Такое чувство он имеет, что он заслуживает чего-то от других людей.
So he won't speak to Lazarus. He considers that he's above speaking to that sort of person. Поэтому он не разговаривает с Лазарем, он считает, что он выше его. Instead, he decides he's going to negotiate with the patriarch. Поэтому лучшим он считает договориться с патриархом. And he wants Lazarus, first of all, to kind of be his bellboy, to come and come over here and give me some water. И первое, что ему приходит в голову, это предложить, чтобы Лазарь был его прислугой, который по звоночку приходит к нему, воду приносит. And when that doesn't work out, next he wants Lazarus to kind of be his messenger boy. И если так не получается, то тогда пусть Лазарь будет его посыльным. Go talk to my brothers. Пусть Лазарь сходит с моими братьями поговорит. That's the closest that the rich man ever gets to thinking outside of himself. Это, наверное, вот это единственные мысли, которые приходили к этому богачу, не о нем самом. And it's not very far outside, it's just close family. И конечно, он не так уж широко мыслит, он о своих ближайших родственниках думает. He's a twisted, petty little thing, this rich man. То есть этот богач оказывается скверным человечишкой. But let's look at Lazarus. Посмотрим на Лазаря. Because we find out here that Lazarus has a greatness inside. Здесь мы видим, что Лазарю присуще некое величие. There's character that shines through. Мы видим в нем некий характер. Now we've seen a bit of this character already as he lies at the gate. Мы уже увидели отчасти его характер, когда он еще лежал у ворот. And there it's simply his silence. И там мы просто увидели его молчание. Even Job, after 7 days, lifts up his voice and curses the day of his birth. Даже Иов после 7 дней своих мук возвышает голос и проклинает день своего рождения. But we find Lazarus just kind of patiently suffering in silence. Но когда мы смотрим на Лазаря, то он страдает тихо, молча. And now, what we see is that there's a kind of peace about him in response to the rich man's revelations. И то, что мы видим здесь, что он в нем мир царит в ответ на все то, что высказывает богач. The cultural expectation would be that when he finds out that the rich man has known about him, that he would express anger, right? В принципе, люди той культуры ожидали, само собой разумеющееся, что и когда Лазарь узнает, что богач о нем знал, он должен был вспылить. But there's no anger here. Но здесь нету гнева. He seems to be at peace with what has happened. Он находится в мире, он доволен всем, что произошло. And this is actually very stark in Jesus' world. И это было очень удивительно для людей, живущих во времена Иисуса. We have other texts from Jesus' world that describe this chasm between the righteous and the unrighteous in the afterlife. У нас есть другие тексты времен Иисуса, которые описывают вот эту пропасть, пролегающую между праведными и неправедными в вечности. Since we have some scholarly types here, 1 Enoch 21 and 22 is where Поскольку среди нас тут ученые богословы, то это первая книга Еноха, 1 Enoch 21-22. с 21 по 29 главы, первая книга Еноха. And in those two chapters, what you find is that 21-22, простите. Yeah, and in those two chapters, the righteous are continually crying out against the unrighteous on the other side of the chasm. И в тех двух главах праведники описаны так, что они постоянно кричат в адрес нечестивых по ту сторону пропасти. They're accusing them before God and calling for further judgment. Обвиняя их перед Богом и призывая к суду. But not Lazarus here. Но Лазарь здесь ведет себя не так. He's silent, he's at peace. Он молчалив и он испытывает мир. But there's a further level of character that we see if we pay attention to Abraham's words. Но здесь еще кое-что есть, что показывает его характер. Нужно внимательнее посмотреть на слова Авраама. Notice in verse 26 what he says. Внимание, в 26 стихе что сказано. He says, between us and you there's a great chasm fixed. Между нами и вами утверждена великая пропасть. Listen carefully. И внимательно слушайте. So that
those who wish, who want, who desire, Так что хотящие, то есть желающие или жаждущие, to come over from here to you may not be able to do so. перейти отсюда к вам не могут. Just stop and think about that for a moment. Остановитесь и задумайтесь на мгновение. Here in this banquet, as Lazarus lies on Abraham's bosom, Авраам на груди, Лазарь на груди у Авраама пирует. it seems there's somebody there who would like to go over and serve this rich man, to take care of him. И создается впечатление, что кто-то есть по эту сторону, кто хотел бы пойти на ту сторону и послужить богачу, помочь ему, оказать милость. Who is that? Кто это? I think what we're supposed to see here is Lazarus leaning back on Abraham's bosom and whispering to him. Я думаю, что перед нами такая картина здесь предстает, что Лазарь поворачивается к Аврааму и шепчет ему на ухо. And he's saying, "It's okay, send me. И говорит, ничего страшного, пошли меня. I understand suffering. Я понимаю, что такое страдание. Let me take care of him." Можно я ему помогу? And here we begin to see the eternal depths of character in the one whom God has helped. И мы здесь видим уже вечную глубину характера того, кому помогает. We begin to see the shape of God's blessing that's been working there all along as he laid ill and hungry in front of the rich Мы man's понимаем gate. теперь, что это было за благословение, которое всегда присутствовало с Лазарем, когда он был больной, когда он был голодный и лежал у ворот богача. We find that by God's aid, Lazarus has been able to cloak his dog-licked wounds with forgiveness. Мы понимаем теперь, что с Божьей помощью Лазарь смог эти язвы на своем теле покрыть прощением. He's been able to rise above self-pity and anger and instead find love for other people. Ему удалось возвыситься над гневом и над жалостью к себе и обрести в сердце любовь к другим людям. And this is the deepest blessing of God. Это величайшее Божье благословение. This is the kind of blessing that lasts for eternity. Такое благословение остается на всю вечность. So it may be that God's mercies turn out to be more severe. Может быть, нам нужно сделать вывод, что Божьи милости, они бывают более жесткими. And His blessing more complex than we initially assumed. Может быть, Его благословение, понятие более сложное, чем нам кажется. That God's blessing, God's help is given with eternity in view. Что Божья помощь или Божье благословение дается, имея в виду вечность. And perhaps when you read this, you say, but how can you say that? You don't know what sort of things I've been through. Конечно, кто-то может слушать и сказать, да как ты можешь так говорить, даже не представляешь, что мне довелось перенести. You don't know what I've suffered. Ты же не знаешь, как я пострадал. You're right, I do not. И вы абсолютно правы, не знаю. But I do know that you've suffered horrible things. Но я знаю, что вы пострадали сильно. Because nobody makes it through this life without suffering terrible things. Потому что никто не может прожить жизнь, не пострадав очень серьезно. But could it be that Jesus turns out to be the ultimate realist here? Но может быть, Иисус здесь это как раз тот, кто смотрит на вещи действительно реалистично. Because there is no suffering in hunger or illness or social disadvantage that could match a deeper suffering. Потому что наверняка нету страдания, будь то в униженном социальном положении, или в бедности, или в болезни, которые сопоставимы с большими страданиями. The pain of a heart knotted up with a refusal to forgive. Это боль сердца, которая настолько ожесточена, что оно не может простить. That burns with anger instead of flowing out in love. Которая горит негодованием вместо того, чтобы источать любовь. That's the most crippling of sufferings. Это, наверное, самое жуткое страдание. And
And God here enables forgiveness and grace and love within one whose body suffers. И здесь Бог производит качество прощения, любви в том, чье тело страдает. So let me draw this together. Давайте подведем итог. There's something far worse that could happen to a human being than physical suffering. Есть что-то несравненно худшее, что может случиться с человеком, чем физическое страдание. Than social exclusion and financial failure. Чем финансовые трудности, чем отвержение обществом. By far the worst thing that could happen to a human person Наверное, худшее, что может быть с человеком, would be to wiggle his way through life, having always guarded himself and never given himself for another person. это когда он как-то прожил эту жизнь, всегда думая только о себе, заботясь о себе и не думая о других. Never sacrificed himself in love for another. Ни разу не пожертвовав собой ради других. And whether that life culminated in a big funeral or none, И какими похоронами завершилась эта жизнь, большими, торжественными, или их вообще не было, that would be a waste of a human existence. неважно, потому что такая жизнь, это жизнь, потраченная напрасно. And on the other hand, there's something far grander possible for human life. И с другой стороны, есть что-то, некая перспектива, которая несравненно величественнее для человека. And this is something that's available to you and me by God's grace. И это то, что доступно и мне, и вам по Божьей благодати. There is nothing so grand, nothing so beautiful in this world Нет ничего столь великолепного, ничего столь прекрасного в этом мире, as a human person given over to love. чем человек, который посвятил себя любви. Niagara Falls, the Northern Lights have nothing. Ниагарский водопад, северное сияние — это все ничто. Have nothing on the beauty of a person that would serve those that persecute. Это ничто по сравнению с красотой человека, который служит тем, кто гонит его. That would wash the feet and tend the sores of those who would hurt them. Который умывает ноги и залечивает раны тех, кто ранит его. And that's a grandeur that doesn't just come and go. И это величие неприходящее. It's a grandeur that lasts for eternity. Это величие вечное. And so this day I leave you with this prayer. Поэтому вот с какой молитвой я бы хотел оставить вас сегодня. Through the sufferings of your life, whether they be great or small, Через страдания вашей жизни, большие или малые, may God in His grace grant you to become Lazarus. Пусть Бог по своей благодати сделает вас Лазарем. May He enable you to rise above your own pains to serve others. Пусть Он поможет вам подняться над своей болью, чтобы служить другим. May He loose from you the burden of hate and unforgiveness. Пусть Он освободит вас от бремени непрощения и ненависти. And may He work through you His love in a way that shines for the world around. И пусть Он через вас будет являть свою любовь так, чтобы она сияла всем окружающим в этом мире. Аминь.